Всем привет, с вами Лёва, а.к.а. Taskmaster, из команды Firebeavers. Сегодня я покажу вам свою разминку. Первым делом я захожу в шутинг. Так, и что дальше-то? Спускаемся к манекену. Первым делом я беру флэт и чайкар, так как это пушки, с которыми я чаще всего играю. Набираем патроны. Ну, вначале лучше, конечно, попрактиковать мувмент, чтобы привыкнуть к ковру и к мышке. Наверное, лучше с этого начать. Поволджампить там. Распрыгаться. Чтобы почувствовать сенсовый коврик, я люблю делать разворот на 180. Когда я начинаю чувствовать, что они получаются ровными, прямыми, то можно приступать к разминке. Советую вам при стрельбе по манекенам часто и быстро стрейфиться, чтобы привыкнуть к фаст-стрейфам. Влево-вправо, влево-вправо, вниз, съедать. Такая. Желательно, конечно, стараться наводиться резко. Проецировать игровую ситуацию. Слева направо. Справа налево. Снизу вверх. И сверху вниз. Я бы акцентировал внимание на фликах, на переводке сверху вниз, так как это даже ничего дает. Когда мы чувствуем, что мы начинаем попадать, делаем спрей-трансферы, так называемые. Ближний. Тут по этим манекенам. Ой, это надо вырезать. Итак, примерно минуты 2. Не забываем двигаться, это самое главное. Дальние переводки. Можно подстрелять по мишени. По мишеням и по манекенам. Тоже переводки, так сказать. Не забываем постоянно находиться в движении. Так, патроны закончились. Набираем снова. Не забываем делать те же действия из других ганов. Потому что из Хара. После того, как мы почувствовали, что у нас летит, берем скоп 2.4, например, идем сюда. Начинаем стрелять по этой мишени. Движение. Не забываем стрейфиться. И после каждого магазина отходим назад. Самое главное в этом деле двигаться. Потому что в игре мы тоже двигаемся. Стараемся попадать как можно больше. Отходим. Стрейфимся. Стреляем.
во время релоуда даже потракать по этой мишени с хипфайр эссенции. Может, это будет полезно. Вот таким вот образом. То же самое мы делаем с карабином. Я так делаю. Можно, например, взять 3х скоп. Идем сюда и начинаем. Отходим назад, трейфимся, стреляем. Фокусируемся на мишени. Так, ну, я очень давно не практиковался с карабином, потому что мне не очень летит. Надеюсь, у вас получится лучше. В принципе, все. Так, все эти махинации рекомендуется делать примерно 10 минут. С паузами на несколько секунд. Так, после всех этих действий я обычно беру Devotion и Havoc, так как, по моему мнению, это ган с самым тяжелым рекойлом. Будем учиться реактивити контролю, так называемому. Я нацепляю 2 точки на Devotion и Havoc, не беру турбик. И делают те же движения, что и с флотлайном карабином. И все это движение, не забываем. Devotion. Ой, блядь. И эти действия мы делаем для того, чтобы нам было легче стрелять с других ганов. Потому что все познается в сравнении. Так, если мы научились контролить отдачу с этих ганов, то нам будет легче контролить с основных пушек, с которыми мы играем. Ну, я так считаю, у меня так отражается. Отходим, двигаемся, фокусируемся на мишени. Так, эти действия мы делаем около 10 минут с перерывами. Если вы чувствуете, что у вас рука устала, то рекомендуется делать паузу. Так, далее мы приступаем. Надо ли отдачу учить? Чтобы прям идеально научиться контролю отдачи с каждого гана, вам нужно зайти в Google, написать recoil pattern каждого гана. Допустим, если вы хотите идеально контролить flatline, надо зайти в Google, прописать flatline recoil pattern. И вы увидите, что при стрельбе с флотлайна нужно опускать мышь направо, вниз, налево, направо и вниз. Что-то такое вроде как. Все эти действия можно попрактиковать на этой мишени дальней. Таким вот образом. Можно делать это статично, а можно делать это движение. Я заметил, что после стрельбы в движение становится легче контролить отдачу статики, то есть не двигать, так как мы начинаем чувствовать ган. Оружие становится продолжением нашей руки.
Сидим и зажимаем около 10 минут. Скорее не разминка, а тренировка уже. Потому что разминка разминается быстрее. Те же самые действия делаем с карабином. Берем скоп, который вам нравится. Я вот люблю 2.4. Можете попрактиковать с 3х, если он вам нравится. Или с 2х. Можно даже взять сразу 2 гана с разными скопами и стрелять по очереди. Не забываем двигаться, ребят. Самое главное в жизни — это движение. Движение в жизни. А не движение тьма. Меняем скоп. Делаем эту процедуру около 10-15 минут в зависимости от вашего настроения и количества жизненных сил. Приступаем к close range разминки, так называемый. Берем PK, так называемый, болт синий. Набираем патроны. И идем к стенду, где стоит Вингман. Болт синий, потому что не стоит привыкать к идеальным условиям. У вас не всегда в игре будет фиолетовый болт. Можно вообще без болта. Я бы так и сделал. Так, подходим к любому из 3 манекенов. Начинаем трекать по нему движение. Стараемся удерживать прицел в районе головы. Длинные стрейфы. Не отжимаем прицел. В АДСе. Самое главное — стараться держать прицел у головы. Не терять его. Прыжки. Все, можно начинать стрелять. 20 лет. Двигаемся, ребята. Кликаем. Бегаем вокруг него. Трекаем. Делаем волджампы. Суперглайды, если вы умеете это делать. Так что синглом. Желательно, конечно, трекать еще. Ой, не трек, блять. Желательно еще флюкать по голове. Это же не будет лишним. Флюки с хипфайра. Трекинг с хипфайра. Это уже лишнее. Все эти действия мы делаем по самочувствию. Если вы чувствуете, что у вас начинает получаться, то в принципе разминка, тренировка закончена. В общей сложности наша тренировка-разминка длится 1-1.5 часа. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на социальные сети Firebeavers, на мои социалки. Ставим лайки, не дизлайки, оставляем комментарии. Всем пока!